Привет, карпятники! А вы знали, что карпа можно ловить очень быстро и не ждать поклевки полдня? Если вы досмотрите этот ролик до конца, я расскажу вам, как этого добиться. Потому что сегодня у нас на обзоре пылящие бойлы от торговой марки CarPro. С вами Максим Лец и рубрика F-новинки. Поехали! А перед тем, как приступить к обзору, ребята, напишите в комментариях, ловили ли вы когда-нибудь на пылящие бойлы и были ли ваши рыбалки успешны. Но перед тем, как начать сам обзор вкусовых линеек бойлов, я хотел бы окунуться в историю. Итак, почему пылящий бойл такая популярная насадка? Во-первых, потому что, попадая в воду, он начинает работать сразу. То есть вы сразу же начинаете ловить карпа, абсолютно не зная, есть он в вашем свиме или нету, но вы уже начинаете его приманивать с достаточно дальних дистанций. Первый момент. Второй. Данный вид насадки позволяет использовать огромное количество монтажей, комбинируя с абсолютно другими видами насадок. Будь то пелец, будь то плавающие, будь то взвешенные какие-то насадки. Абсолютно не ограничивая вас в множестве вариантов подачи его на крючке. Третий момент. Данный бойл отлично подходит как закормочный бойл, который вы можете забрасывать в воду с помощью кобры на достаточно длинные дистанции. Дистанции могут быть за 150 метров при навыках и хороших кобрах. Итак, ребята, предлагаю перейти непосредственно к монтажам с данным видом насадки. Смотрите, первый монтаж, который вам предлагаем, это пылящий бойл и плавающая насадка сверху, так называемый снеговик. Одна из самых распространенных насадочек. Второй монтаж – это с использованием чистого солюбала или пылящего бойла, но для того, чтобы ускорить его работу, я его подрезал со всех сторон и сделал такую неравномерную фракцию в виде кубика, не кубика, такой интересной непонятной формы. И третий монтаж – это два пылика, подрезанные друг другу навстречу, соединенных между собой с помощью стопора. Опять же, это такая классическая насадка, тоже такой снеговик, но снеговик полностью тонущий. Итак, перед обзором всех вкусовых линеек я предлагаю посмотреть, как быстро начинает работать данная насадка у нас в аквариуме. Значит, сейчас я опускаю их в воду, для того, чтобы сами воочию могли убедиться, насколько быстро начинает работать, повторюсь, данная насадка. Смотрите, вот прямо при опускании в воду можно увидеть, что бойл сразу же начал отдавать в воду частички фракции, сразу же получилось такое маленькое мутное облако. Видите, прошло меньше минуты, и мы можем увидеть, что данные бойлы уже начали работать. Работают они быстро, всегда, практически при любой температуре воды, что в свою очередь позволяет нам получить поклевку, как я сказал ранее, мгновенно с момента попадания в воду. Итак, давайте поговорим о самих типах растворимых бойлов. Значит, бывают так называемые насадочные пылящие бойлы и бывают так называемые прикормочные пылящие бойлы. Итак, кардинальное отличие между прикормочными и насадочными бойлами в том, что в насадочных бойлах у нас больше патоки. Соответственно, время растворения насадочных бойлов больше. В целом, прикормочный бойл растворяется от 2 до 3 часов, насадочный от 3 до 4 часов. Итак, предлагаю рассмотреть более детально насадочные бойлы торговой марки CarPro. Значит, выполнены они все в размере 20 мм. И давайте пробежимся по основным аромам. Значит, у меня сейчас в руках находится бойл с названием полуниця, клубника. Клубника зарекомендовала себя как один из самых классных бойлов для ловли карпа в летнее время. Чем он хорош? Он отлично работает сам, а также отлично работает с подсадками рыбных аром. Это особенно актуально, когда вы используете в качестве подсадки рыбный пеллет. Значит, второй бойл, который мы предлагаем, это Robin Red. Надо сказать, что это вообще хит, практически круглый годичный бойл, который ловит карпа на всех водоемах, где нам доводилось ловить рыбу. Очень хорошо работает по крупному карпу, можно использовать его как отдельную насадку, а также в комбинации с другими насадками. Следующая насадка, которую мы покажем, это Monster Crab. Значит, вот эта насадка себя зарекомендовала уже в теплое время года очень хорошо, потому что она открывает все свои качества, все свои вкусовые качества именно в теплой воде. Следующая насадочка это кукуруза. Кукуруза это легкий бойл, который выполнен полностью из легкого микса с добавлением зерновых. Отлично работает в теплое время года. Можно сказать, его рекомендуем начинать использовать в переходной момент где-то с конца, середины мая даже вот так вот. Следующий бойл это бойл арома Криль. Криль очень популярный у карпа, особенно актуальный он начинается где-то с середины июня и, наверное, до конца сентября. Ананас.
Ананас, вы знаете, что очень хорошо работает по холодной воде, но вместе с тем также очень хорошо работает в жаркую погоду на водоемах с очень высоким илом. Высоким илом я подразумеваю очень высокий уровень ила на дне. В руках у меня сейчас слива. Слива является, наверное, на сегодняшний момент самым популярным вкусом среди насадочных бойлов, вне зависимости от времени года и вне зависимости от водоема. Коммерческие водоемы это или дикие, от слива показывают практически всегда стабильный результат. Рекомендую всем его держать у себя в арсенале. Следующий бойл это кальмар-клюква. Значит, такое классное сочетание рыбной муки, кальмарового масла, масла кальмара и кислинки, которые оттеняют вот этот вот жир. Отлично себя показал при работе на водоемах, начиная где-то, наверное, с конца июня и до конца сентября. Итак, завершает у нас линейку насадочных бойлов бойл под названием кальмар-осьминог. Это бойл, который отлично себя зарекомендовал в летнее время, особенно в ночную пору. Значит, все насадочные бойлы у нас расфасованы в удобные пакеты весом 200 грамм. Все пакеты идут с zip-замком. После того, как вы достали насадку, рекомендуется закрыть плотно данный пакетик и убрать его с прямых солнечных лучей, чтобы не терять его вкусовые качества. Теперь я хотел бы поговорить о прикормочных бойлах от торговой марки CarPro. Значит, чтобы не слишком затягивать данный обзор, я хотел бы сказать, что прикормочные бойлы повторяют полностью линейку насадочных бойлов. При этом они расфасованы все в пачке весом 800 грамм. Также в пачках идут удобные zip-замки. Значит, единственное отличие этих бойлов в том, что они выполнены в размере 20 мм и 24 мм. Как я говорил ранее, при изготовлении прикормочного бойла используется менее количество патоки. Соответственно, что нам позволяет достаточно быстро завести точку, закормив этими бойлами. Чем хорош прикормочный бойл? Помимо того, что его можно использовать так же, как и насадку, одевая его на волос, его можно забрасывать в воду в виде бойла с помощью кобры. Также его можно раздробить с помощью круши и добавить его в наш стик. Также его можно разломать руками или нарезать ножом и добавить в нашу прикормочную программу. И таким образом вы представите рыбе на дне то закормочное пятно, на которое вы собираетесь ловить. Фишка пылящего бойла в том, что он быстро привлекает рыбу в ваше место ловли, но при этом ее не насыщает. Это самое главное достоинство пылящего бойла перед вареным. Итак, друзья карпятники, как заключающее слово хочу сказать, что перед тем, как предложить данный бойл вам, мы оттестировали его сами и могу с уверенностью сказать, что наши бойлы ловят всегда и везде. Итак, пока мы записывали наш обзор, в аквариуме можно увидеть, что наши бойлы уже начали работать. Это то, что я говорил с самого начала. Ловить карпа можно очень быстро именно с помощью этих насадок. Подписываемся на наш канал, смотрим новинки, активируем колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. А с вами была рубрика F-новинки. До новых встреч на Flagman Shop.